Друзья, всем привет! Меня зовут Вера. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы идем к озеру Авраама, или по другому названию Балык-Гёль. Да, украшения обалденные. Все из золота. Ne bileyim ya, ne bileyim. Очень красивый. Какие интересные здесь из меди. Турочки, заварники, все есть. Evet. Такие. Bizden Video sıkıntı yok. Tamam. Teşekkür ederim. Вот такая красота. Разносы резные. Самовары. Очень красивые. Все старинное. Ручная работа. Здесь везде такие магазинчики есть, где продают всякую посуду ручной работы. Тут же продают специи, орехи. Очень много, целая площадь здесь. Поэтому, ребята, кто захочет, может приобрести это все. Очень вкусное. И такое красивое все. Такие разные сувенирчики. Здесь целые рынки и все золото. Туда заходите, павильоны, все магазины золотом торгуют. sorma da bir sorma da. Готовят шаурму. Готовится шаурма. Друзья, всем привет! Меня зовут Вера. Добро пожаловать на мой канал. Мы с вами приехали в город Шанлы-Урфа. И сегодня в такую замечательную погоду я вас приглашаю к священному озеру Балык-Гёль или озеро Авраама. Ребята, я, как всегда, вас приглашаю пойти со мной, посмотреть, изучить весь город. В общем, кому интересно, усаживайтесь поудобней и давайте смотреть. Я вас приглашаю. Идемте. Мы идем по парку к священному озеру Балык-Гёль. Вот так выглядит здесь все. Город Шанлы-Урфа очень старый. Это город история. Ребята, я приехала на автобусе, не брала путевку, поэтому мы будем с вами все изучать, смотреть. Я буду с вами делиться. Я думаю, вам понравится. И если вы захотите пройти мой маршрут, как и я все оставлю в описании, как я приехала, сколько это стоило. В общем, можете проехать и посмотреть. Но перед этим посмотрите видео.
Захотите ли вы сюда приехать? Идем по парку. Птицы поют. Сегодня погода замечательная. Балыклы-Гёль. Священное озеро. Озеро Авраама. Попадая сюда, мы словно переносимся в райский сад. Именно здесь, у стен средневековой крепости, бьет сердце города священный пруд Балыклы-Гёль. Salçanın kilosunu mu 200'den aldınız? Вода здесь прозрачна, карпы огромные, а воздух пропитан тысячелетними легендами. Посмотрите на этих огромных карпов. Их называют балыклы, рыбы Авраама. Они плавают медленно, почти священно. Их, кстати, строго охраняют. Говорят, если коснуться рукой, хотя бы одной, это будет к великой удаче. А обидеть рыбу равносильно страшному греху. Над прудом возвышается дворцовая мечеть Халил Рахман и руины крепости, где по преданию располагается трон царя Немрода. И чтобы понять, почему этот уголок так почитают люди всех религий, нужно перенестись почти на 4000 лет назад. Легенда гласит, здесь в пещере у подножия крепости родился пророк Ибрагим, в Библии Авраам. Однажды он разбил идолов, которым поклонялся весь народ, и заявил, что верит в единого Бога. Языческий царь Нимрод пришел в ярость и приказал казнить его самым страшным – сжечь заживо. Огромную груду дров собирали все в городом, разожгли пламя сильное, такое сильное, что невозможно было к нему подойти. Ибрагима загрузили в катапульту и бросили прямо в огонь. Но случилось чудо, и по воле Всевышнего пламя превратилось в воду, дрова в рыбу, а жар в прохладу. Авраам мягко спустился на цветущий луг озера. Именно так в месте адского костра возник этот райский пруд. Красные карпы – это те самые обожженные, но живые головешки, которые в одночасье ожили в воде.
Говорят, если увидеть белого карпа, это к большой удаче. Так, ребята, давайте поищем, вдруг найдем. Вон какая-то есть рыба более светлая. Может, это белый карп? Şuradan alabilir. Все приехали посмотреть на священную рыбу к этому озеру. Очень много народу, много экскурсий. С самого утра люди идут и с детками. Так все выглядит. Центральный вход. Ребята, мы хорошо с вами прогулялись возле священного озера Балыклы-Гёль. Мне очень понравилось. Просто с удовольствием прогулялась. Кому понравилось мое видео, напишите обязательно комментарий, поставьте лайк. Это очень важно. Ну что, ребята, мы еще не все сняли. Будем снимать дальше. И как всегда, я вас приглашаю и беру с собой. Ребята, гуляем по парку. Музыка звучит. Приятная такая. Озеро Балыклы-Гёль, она соединяется, видите, такими каналами везде. Здесь можно на лодке прокатиться, есть фонтанчик, рыбка плавает.
Вокруг везде кафешки. Очень много людей. Сегодня выходной день. Весь парк шумит. Все отдыхают. Мечеть. Сюда идут помолиться. Здесь краники, вода. Вот можно все помыть ноги. И потом туда мужчины и женщины идут молиться. Мечеть огромная просто. Женщины идут на одну сторону, мужчины на другую. Сейчас пройдем по площади и туда зайдем, ребята, посмотрим. Такая площадь. Hayır. Ben beslemedim.
Fransız'dayız. Все дорого-богато. Украшения под золото, бижутерия. Рядом с озером здесь такой рынок огромный. Можно купить все. Сувениры, украшения, бижутерия. Все есть полностью. Такой огромный рыночек. Вот такие чашечки интересные. Они вот крышечки, видите, накрываются. Маленькие, продавца нету. Непонятно, сколько что стоит. Рынок большой, можно прогуляться здесь. Разные специи, все есть, сладости. Все можно купить, сувениры. Очень много. Хошбалдах. Очень много всего. Такая чурчхела, орешки. Все есть. Teşekkür ederim. Сейчас попробуем. Очень сладкие, вкусные. Я думаю, купить здесь можно все. Рынок большой, ряды переходят один в другой. Очень много всего. Ребята, если вы хотите погулять по такому рынку, здесь можно купить много чего, разные мелочи, сувениры. Цены, в принципе, доступны и не так дорого, так что можете погулять и все приобрести. Это рядом с озером Балыклы-Гölь. Большой рынок. Есть, по-моему, все, что хотите. Вкуснейшие сладости Урфы. Друзья, пишите в комментариях, как вы любите гулять, ходить вот так, все рассматривать, музеи, весь город. Нравится ли вам такое или нет? Я просто обожаю. Интересно, конечно, все посмотреть в другой стране, поехать в другой город самостоятельно и все рассмотреть. Музей мозаики в Шанлы-Урфе, которому 12 тысяч лет назад. Можно прогуляться здесь по этим улицам, посмотреть мозаику. История этого музея началась в 2006 году, когда случайно раскопали и нашли маленькие мозаики. Можно пройти, посмотреть мозаику. Здесь сделали навес. Не стали этот котлован засыпать землей, а сделали музей. Можно пройти по рядам и рассмотреть внимательно мозаику. Ребята, если вы захотите, можно зайти в музей мозаики, посмотреть. Шанлы-Урфа – это город-музей. Куда не пойдешь, везде старина. Очень интересно. Очень много тысячелетий. Смотреть и любоваться такой красотой. Зайдем, посмотрим. Сейчас мы зайдем в Некрополис. Посмотрим. Это в пещерах все. Подойдем поближе. Здесь такая щебенка. И видите, все в горах. Как раньше жили люди. Посмотрим. Все сделаны раскопки.
ребята. Сейчас попробую зайти сюда, в пещеру, знаете, страшновато. Вот такая она, не очень высокая, но так все выглядит. Очень интересно. Колонны здесь сделаны. Здесь я оставлю табличку. Перевод можно сделать. Вот такие колонны вырезали. Смотрите, история какая, да? Еще рисунок был. Как жили в горах. Нужно быть очень аккуратным, потому что, видите, здесь такие ямы есть. Скорее всего, это были колодцы или печи. В общем, две непонятные. Главное не оступиться. Дорожек нигде нету. Все вот так выглядит. Здесь прохладно, свежо. Вот так. Отдыхали. Скорее всего, это была ложа, спать. Кровати такие. Зайдем сюда, посмотрим. Сколько труда, как это можно было сделать. Где-то есть такие штуки перекрыты, заходить нельзя, мало ли обвалы там. И все нужно очень аккуратно ходить. Здесь ступенечки. Все вот так выглядит. Можно сделать перевод. Здесь везде пещеры. Наверх туда нельзя заходить, подниматься нельзя. А вот все только смотреть внизу. Захожу в следующую такую. Очень аккуратненько нужно. Здесь картины. Все как проводились раскопки. Как раньше выглядел город. Вся история. Захожу в следующую. Скорее всего, это была кухня. Вот так спускаюсь. Видите, здесь, скорее всего, было место для печи. Скорее всего, это помещение служило кухней. Здесь было место для печи. Ну, а здесь была утварь. Потому что такие арки, видите, все. Для круп, для продуктов все хранилось. Сейчас пройдем еще дальше туда, посмотрим. Жалко, что нельзя наверх подняться. Я думаю, там также интересно. Погуляли бы с вами. Ну, сейчас зайду сюда и потом посмотрю еще вниз, пройдусь, посмотрим. Сейчас соседний такой лабиринтик. Захожу. Здесь очень аккуратно надо. Все скользко и очень опасно. Оп! Вот так все высечено. Ой, как красиво сделано все. Подойду поближе, посмотрю. Сделаю перевод потом. Вот так все вырезали. Видите, в камне фигуры. Скорее всего. И вот здесь, видите, эта комната была. Я сделаю перевод, посмотрим точно для чего. Здесь можно зайти, присесть на скамеечку и послушать историю. Здесь большой телевизор и вся информация.
Очень темно. Такие пещеры. И прохладно. Иду, так классно погулять по этим катакомбам. Ой, очень красиво. Спускаюсь вниз. По лестнице спускаюсь вниз. Посмотрим. Видите, есть еще и ниже этажи, но все закрыто. Нельзя туда зайти, посмотреть. Ну, прогуляемся с вами, ребята, сюда. Вообще одно удовольствие гулять по городу. Смотрите, это же все история. В Мерсине такого нету. Так, подойдем поближе. Так. Все. Такие стенды, как велись раскопки. И такой огромный город. Шанлы-Урфа. Нужно всем приехать сюда и посмотреть. Это, конечно, нечто. Везде ступени такие, колонны вырезаны. Это ж сколько труда. Нужно было все, видите, все такими инструментами делать, вырезать все. Такая красота. Ребята, я всегда делюсь с вами всем тем, что вижу. Всегда вас беру с собой, поэтому вы путешествуете вместе со мной. Слышите, какое эхо? Вот такая акустика здесь. И какие такие стены, ширина, посмотрите, здесь 1,5 метра, наверное. Это все вырезали в скале. Очень хорошо, когда музей под открытым небом, можно погулять, все посмотреть внимательно, не торопясь, нету сколько народа, который дышит в спину, и быстрее нужно проходить, а здесь все можно спокойно и спокойно рассмотреть. Давайте идемте дальше, друзья. Здесь мостики, очень удобно. Останавливаюсь, сейчас спущусь ступеньки и вот так все покажу. Здесь очень высоко вырублен свод, я не знаю, 6 метров, наверное, если не больше. Очень высокий. Вот так все выглядело. Вот так раньше жили люди. Интересно. Не везде можно заходить. Вот это можете сделать скрин и перевод. Ленточки. И смотрите, комнаты шли в ту сторону и в другую, и вглубь. Да, комнат много. Еще смотрю в ту сторону, где свет, туда проходили. Такая комнатка. Это, скорее всего, ванные были. Видите, здесь вырубленные из камня такие ванные. Их 3 штуки здесь. Такие они в глубину сантиметров 70, наверное, не меньше. Так, камни треснули, все по своду в скале. И вот последняя ванная такая большая. В общем, вот такая. Классно погулять в таком месте, посмотреть все. Так, идем дальше. Смотрим внимательно.
Смотрите, как красиво сделано, да? И колонны полностью украшены, верх колонн. Здесь надписи даже сохранились все. На это смотреть, я не знаю, можно вечно. Пройдем немного дальше, посмотрим все. Это мы почти к концу подходим. Сейчас зайду посмотрю. Ух ты, вот это да. Здесь рядом комната есть такая. Сейчас пройдем вперед, туда посмотрим. Какие интересные фигуры. И смотрите, как закрывалась, да? Вот такая заслонка. Видите, из камня. Камушек подпирает ее. Если закроется, не выйдешь никогда. Попробую зайти туда. Ой, как тут прохладно. Вот так все выглядит. Здесь что у нас? Ух ты, там еще лабиринты. Посмотрите только, ребята. Еще есть проходы в ту сторону, в эту. Но там уже не пройти ничего. Все закрыто. Вот такая. Да, классно, конечно. Представляете, вот сколько труда нужно, сколько здесь людей работало, чтобы вот это все сделать. Такую мощную заслонку. Она просто из камня. Ребята, а что хочу сказать. Всегда путешествуйте сами. Намного интереснее, чем покупать готовую экскурсию. И с другой стороны, более экономично, но вы больше увидите в городе всего интересного, чем вас просто привезут на автобусе в определенное место. Ребята, приезжайте в Шанлы-Урфа, не пожалеете. Здесь очень много музеев, которые есть под открытым небом и так вот под навесом, в павильонах. Поэтому приезжайте, я думаю, вам понравится, вы будете довольны поездкой. Да, ребята, здесь можно гулять, я не знаю, целый день по городу и смотреть вот эти все исторические достопримечательности. Нужно запастись энергией и прогуляться. Пишите в комментариях, понравилось вам мое видео или нет. Будете ли вы сюда ехать или нет. Мне тоже интересно. И вообще, любите ли вы посещать такие места, связанные с историей? Неважно, своей страны или другой, ходить, все рассматривать, путешествовать. Ребята, мы тоже устали. Сейчас с девочками пойдем покушаем в кафе. Здесь, видите, полностью везде кафешечки. Посмотрим, что здесь вкусного дают. В общем, я вас приглашаю подкрепиться. Если вы обедаете, давайте поедим вместе. Так, ребята, мы заказали вкуснейший лахмаджун. Огромные просто лепешки, 2 соуса и салат.
Еще принесут кофе с фисташками, но попозже попьем. Все, приятного нам аппетита и всем, кто кушает. Афет олсун. Вот такой вкуснейший лахмаджун с мясом. Сейчас сюда насыплю соус и с салатиком будем кушать. Мы вкусненько поели, по цене вышло вообще копейки, по 275 лир, ну по 280 человека, вообще копейки. Вкусный лахмаджун, если будете здесь, обязательно заходите, кушайте, кафе шикарное, обслуживают быстро и хорошо, проблем нет. Друзья, мы с вами прогулялись, мне очень понравилось. Пишите в комментариях, как вам прогулка, понравилась или нет. Мы еще много чего не сняли, обязательно все поснимаем. И я, как всегда, вас возьму с собой. Ну а на сегодня, друзья, всем пока-пока. До новой встречи в новых видео. Все, друзья, всем пока.